Здравствуйте! Сегодня будем делать эффектный декор на торт для женщины. Дизайн торта, к сожалению, не мой. Заказчица прислала фото и попросила сделать что-то наподобие. Сама идея мне очень понравилась, но я немного изменила сам дизайн. Цветы из мастики будем формировать прямо на кремовом покрытии, а также сделаем красивые шоколадные шары. Но перед этим будет короткое объявление. Сегодня хочу вас познакомить с своим хорошим другом, блогером и классным кондитером. И пригласить вас на кулинарный проект Анна Каралкина. Аня владеет разными техниками по оформлению тортов, а также работает в одной из самых сложных техник. Это антигравитационные торты и 3D торты. Заходите в гости, подписывайтесь, наслаждайтесь ее работами. Ну что ж, возвращаемся к нашему торту, и мы начинаем нашу работу из подготовки цветов. Нам понадобятся вот такие две вырубки, вайнер для лепестков, и для тонирования лепестков я использовала краситель лепесток крокуса. Перед работой, как всегда, разминаем мастику. В данном случае мои цветы сделаны из сахарной рисовой мастики. Мастика у меня ничем не окрашенная, просто белая. Посыпаем крахмалом и раскатываем приблизительно до 1 мм. Беру большую вырубку, трехлистник, и вырезаем лепестки. Нам понадобится много лепестков, так как 5 цветов, и на каждом может быть 9 или 11 лепестков. Сразу складываю на мат, так будет удобно работать. Теперь каждый лепесток нужно утончить. Раскатываю лепестки самым большим шариком. Не вдоль лепестка, а поперек. Вот видите, раскатываю вот так. Лепесток становится более шире и тоньше. Видите, какие лепестки были маленькие и какие они большие становятся после обработки шариком. Мастика практически просвечивается. Теперь обрабатываем вайнером. У нас будут лепестки с красивой текстурой. И после этого еще раз обрабатываю маленьким шариком, придаю такие изгибы и утончаю края лепестка. Теперь зажимаем лепесток у основания и делаем такой вот хвостик. Таким способом нам нужно сделать где-то 50 лепестков для 5 цветов. После этого отправляем лепестки на сушку где-то на час. После часа будем тонировать. Раскатываем снова тонко мастику. Нам нужно сделать еще цветочки поменьше. И вырезаем вот таких 3-4 цветка. Теперь эти цветки разрезаем пополам и укладываем на мат также для обработки. С помощью вот такого инструмента я также утончаю лепестки. Растягиваем и формируем красивый тонкий лепесток. После этого снова шариком утончаю края и делаю их слегка волнистыми. Берем каждую заготовочку, зажимаем края у основания и делаем такой не раскрывшийся бутончик, как бы маленький цветок. Таких цветочков тоже делаем 5-7 и ставим на сушку сначала на 1 час, потом будем тонировать, а потом уже до полного высыхания. Мои цветочки и лепестки немножко подсохли, и сейчас можно затонировать, пока мастика не совсем высохла. Большие лепестки тонируем у основания, проходимся по каждому лепестку, и маленькие цветочки также тонирую у основания и края лепестков. После тонирования и лепестки, и цветки отправляем до полного высыхания. Занимает это у каждого по-разному, зависит, с какой мастикой вы работаете, и зависит от погоды. Если жарко, сохнет быстрее, если дождь, сохнет дольше. А пока сделаем шоколадные полусферы. Я растопила шоколад, у меня магазинный темперированный. Обратите внимание, что растопившийся шоколад я держу еще на миске с горячей водой, чтобы он не остывал слишком быстро, чтобы можно было работать.
Выкладываю небольшую часть шоколада в каждую полусферу и теперь кисточкой вот так размазываю. Это нужно проделать 2 раза, поэтому первый слой делаем тонкий. Убираем на какое-то время в холодильник, достаточно на 5 минут. После охлаждения проходимся еще раз шоколадом тонким слоем, для того чтобы полусферы были прочными. Обратно ставим в холодильник и ждем, пока они полностью затвердеют. После этого их можно окрасить. И я использую кондурин польской фирмы Food Colors. Называется Silver, но он дает красивый жемчужный цвет. После этого можно поставить обратно в холодильник, а можно оставить в помещении. Полусферы у нас готовы. Осталось еще сделать сердцевинку для цветка. Здесь можно использовать либо шоколад, либо шоколадную глазурь. Берем несколько монет. Ну, если цветков 5, значит 5 монеток. Обмазываем шоколадом и крепим сюда мелкий-мелкий бисер. После также убираем в холодильник на несколько минут, чтобы бисер приклеился к монетке. И также покрываем кондурином. Будем декорировать торт. Торт у меня покрыт белым ганашем, масло и шоколад. Торт обязательно должен быть холодным. Все, теперь формируем цветок. Первый цветок я начинаю снизу. Крепим лепестки прямо на крем, на покрытие. Слегка прижимаем, просто чтобы зафиксировать. Сильно вдавливать не нужно. И вот друг за другом выкладываем, формируем цветок. Все цветы у меня сформированы по-разному. Я имею в виду количество лепестков. А вот по центру, чтобы закрепить сердцевину, нужно немного шоколада. Теперь в центр ставлю, слегка придерживаю и отпускаю. Оно уже держится, все. Теперь после этого цветка нужно закрепить 2 полусферы. Беру 2 маленькие полусферы, прикладываю, слегка вдавливаю, так чтобы края полусферы вошли в крем и там зафиксируются они. Теперь формируем второй цветок, но он уже будет накладываться и на кремовое покрытие, и некоторые лепестки будут ложиться на шары также. Вот смотрите, как я это делаю. Нам главное зафиксировать основание лепестка, то есть прикрепить его на кремовое покрытие. Он должен хорошо держаться у основания. А конец лепестка свободно может лежать на полусфере, либо держаться в воздухе. Главное закрепить у основания, чтобы хорошо держалось. Продолжаем декорировать в том же порядке. Опять ставлю шары, но наверх торта уже я поставила крупные. Я закрепила 5 полусфер. 2 большие и 3 маленькие. Ну и чтобы было понятно, посмотрите, как это формировалось сверху. Но я уже не буду комментировать, потому что тут и так как бы все понятно. После того, как были сформированы большие цветы, я закрепила вот эти маленькие цветочки, которые мы делали. И после этого добавим немного съедобных жемчужин. Все, тортик задекорирован, получился очень нежный. Мне нравится такая тональность. Также жду ваших комментариев. Интересно, у кого какое мнение. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. На этом все. До следующего выпуска.